И судья, помнишь, Жень? да, помню, помню. Помнишь? Вот я сразу ухватилась за это, думаю, о, наконец-то правильное объяснение шума. Этот шум после нашего расследования, что ты сняла мне эти накладки на ушах, он ушел до минимума. Я не могу сказать, что вообще тишина, но намного, ты еще мне ответила, ура. Оно держалось так до недавнего. Вдруг начал резонанс увеличиваться. Думаю, ага, поехала. А потом бывает такое, все нормально. К концу дня вдруг начинает колоть. То в виске, то в руке, то в ноге. Причем, знаешь, как иголки. Я думаю, ну, сучки, опять взялись за иголки. А, Нужно ну, смотреть, кто там взялся. да, ну, естественно, а кто бы играется с куклами буду. Потом, вот это, помните, я вам рассказывала, что мне перед началом всех этих событий одна американка Шерри помогала со всеми этими расчетами. Мгм. Она принесла пряжу там от одного, из одной семьи, там у мужчины умерла жена, осталось много пряжи, она вязала, как моя мама. И мама за это, она говорит, давай я тебе ей свяжу что-то для внучек. У нее внучка и внук. А мама начала ей вязать, она мне звонит, говорит, Элла, я не знаю, чей это остаток энергии. Она говорит, я еще такого не видела, я не могу вязать. Я начинаю вязать, я парю. Она говорит, я целый день вязала, связала 3 сантиметра, пришлось все распороть. Она говорит, может быть, Вика увидит какое-то влияние. Она говорит, чья-то там энергия. Или это той женщины, от которой принесли, или это Шерри. Она говорит, но я пока ничего не вижу. Мама уже научена опытом. Мгм. Потом я, когда слушала вот последние ваши разборки, все-таки надо посмотреть. Мне кажется, где-то цельнозор остался в остаточном, как говорится, зацепе. Мгм. И что интересно, вот хочу вам показать, надеюсь, вы увидите. Перышко видно? Видно. Ну, Вот как это подушки. перышко, нет, это перышко, я купила клубнику, вывернула ее в миску с водой помыть, смотрю, что это такое плавает. Сначала думала жук, выловила перышко, это похоже на колибри. Думаю, окей, какой ангел мне перышки посылает. Хочу сказать еще одну вещь, пока не забыла. Значит, когда я первая встреча у меня была с тобой еще с ИГ, даже не хочу ее имя называть, я говорила о том, что когда я тогда пользовалась своими терракартами, прежде чем начинать раскладывать, я всегда звала Надежду. Это мамина тетя, которая мою маму обожала, таскала с собой по всем театрам. Она была актриса. И ты мне тогда, Викуша, сказала, что Тера мою мамину эту тетю использовали темные силы, чтобы через нее со мной говорить, якобы прикрываясь ее имиджем. Ты тогда сказала, что Надежда, душа ее была светлая. Это просто темные силы ее прихватили. Мне просто, если она появится, если ее можно будет просто позвать, Надежда, посмотреть, если действительно она светлая душа. Последнее время, вот особенно после того, как мой адвокат сказал, что они хотят апокалипс, хотят меня отсюда выдворить, Мгм. я начала обращаться к первоисточнику с другой просьбой, чтобы я осталась в этой квартире, которую я люблю, а чтобы эти твари ушли.
Я не знаю, или я правильно делаю, или нет, но слушая вот этот э, медитацию эту последнюю, там слова такие есть, что мне встречаются нужные люди в нужное время. И в нашей синагоге появилась женщина, с которой я подружилась. Она переходит в иудаизм. И она работает в офисе нашего главы, нашей каунти. И я ей рассказала всю свою эпопею. Мгм. Вчера пришла домой, опять дышу, хожу, слушаю, думаю, я встретила нужного человека. Если лоер не помог, то эти твари точно будут изгнаны. Потому что когда она услышала, что они хотели с меня бешеное количество денег, не дали возможность, как говорится, всему пересмотреть все, утрясти все, хотели меня выгнать сразу, я ей начала рассказывать вкратце, что произошло. Она записала имена. Мы обменялись телефонами. Я говорю, если тебе еще что-то нужно будет просить, я говорю, всегда звони, я на телефоне. То есть мои просьбы приходят в исполнение, я так надеюсь. Так что вот это самая такая моя основная цель сегодня, посмотреть, правильно ли я делаю, на правильном ли я пути и будет ли это. Потому что дважды ты видела, поднимается наш дом, и я освобождаю от темных привязок все наше здание. Я знаю, что это все, что ты видишь, так оно и есть, поэтому я очень на нее надеюсь. Еще у меня, значит, вот такое впечатление, что у меня, знаешь, есть такое вот это, когда после аварии одевают на шею, чтобы держать шею, не двигать. У меня такое впечатление, что вот этот вот воротник у меня отсюда до сих пор. Все-таки еще вот эта вот шея и плечи зажаты. Я хожу на физиотерапию, намного легче, я могу головой крутить, но еще чувствую, вот я, если я подниму вот так, вот тут вот все мышцы тянут. Ну, в общем-то, вот это вот и все. Мы сегодня просто должны посмотреть в основном самое большое мое желание, чтобы исполнилось, чтобы я осталась, потому что я люблю эту квартиру, и мне, честно говоря, так не хочется паковаться и уходить. И почему я должна уходить? Пусть они уйдут. Виновники Логично. пусть уйдут. Так и должно быть. Так, теперь вопрос насчет этой тети. Так. Она жива? No. Она давным-давно умерла. Она еще умерла, если я не ошибаюсь, мама говорила, она умерла еще в начале войны. Ну, смотри, дело в том, что как это ты представляешь, посмотреть, светлая ли она душа? Почему я так говорю? Потому что мама как-то обмолвилась, что это тетя ее, Надежда. Мгм. Она говорит, она ее настолько сильно любила, что когда она меня рожала, она говорит, я как чувствовала, что кто-то рядом. И потом в моей жизни имя Надя всегда присутствовало. Просто или она действительно где-то рядом, или это было, как говорится, я так Ну, не знаю. да, мы посмотрим, но беспокоить ушедших, ну, это нехорошо. Ну, понятно. Вот, мы посмотрим, нет ли, ну, как бы слишком много ее энергии возле тебя. Вот. Но нужно понимать, что даже есть такие практики, я не знаю, насколько они чистые, потому что я таким никогда не пользовалась, но есть такая практика в психологии, например,
Они, ну, эти практики по-разному, там каждый называет по-своему, но суть заключается в том, что, например, если нужен совет, представляешь этого человека, который как будто бы вот сидит возле тебя, и ты с ним говоришь, ты спрашиваешь у него, а, а как бы ты поступил в этой ситуации? Ага. И слушаешь его ответы. На самом деле телепатически мы связаны абсолютно со всеми людьми, даже с теми, которых не знаем. И когда мы вдруг, Мгм. например, даже из газеты узнаем о ком-то или из книги, например, я там никогда не знала там какого-то человека, там, ну, например, там Эдисона, да, Мгм. и хочу у него там расспросить, а как было это, а как бы ты так поступил, а как бы ты это поступил. И он расскажет, то есть на подсознательном уровне это все срабатывает. На этом принципе как раз и построены семейные расстановки, потому что интуитивно мы Мгм. знаем все, то есть на уровне подсознания. И совсем другое дело, когда эти души как бы выходят из-под контроля. Мгм. Это И влияет. когда происходит? Это происходит тогда, когда человек после смерти не ушел в пространство, где отдыхают души, и он Мгм. фактически становится призраком. И когда он Мгм. становится призраком, он начинает паразитировать у кого-то. То есть он прицепляется к энергосфере какого-то человека. Вот Понятно. это плохо, потому что это не по конам Вселенной, это и ему плохо, и этому человеку тоже плохо. Вот это От было с моим внуком. Когда Раечка очищалась у тебя, она Ага. говорила, что школа построена на месте старого кладбища, и Сашку, Да-да-да-да. помнишь Сашку? Я помню, да, я Вот сейчас вот это. вижу тот момент. Ага, Да-да-да. ага. И он ему говорил гадости всякие, чтобы он делал. Вот это Да-да-да. вот был паразит. Но потом это все прошло, по-видимому, Рая все-таки сделала, как говорится, свое дело, очистила его тогда. Пока я не Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Эллы. Элла. 1, 2, 3. Так, я ее вижу. Энергосфера чуть-чуть вытянута вверх, а вот здесь какое-то что-то есть. Какая-то как труба, как будто бы какие-то там зазубины в этой трубе. Вот. И там какая-то тучка, и тянется в сектор магии. Мгм. В секторе магии вижу, там есть действо. И что-то здесь на лице у нее с этой стороны, Справа. справа. Мгм. Как какой-то имплант, что ли. И там, ёлы-палы, вижу такая птичка, точно как колибри, ам, подлетает, а, и вот так, как будто бы сквозь щеку. Это сверху колибри, когда я посмотрела, это программа, как, как муха такая искусственная, и такой черный хобот. И она вот так проникает этим хоботом, вот так через щеку, потом через горло. И вижу, она как будто туда-сюда обсервирует вот так. И через левую ногу уходит тоже в сектор магии. Мгм. Это дела. Так, хорошо, Виктория. Отодвинь эти ситуации. Да, Считай эфирная ДНК Эллы. Она ли это? это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Мгм. Так, птица. Программа. Так, сектор магии. Кто находится в секторе магии, приказываю проявиться.
Так, появляются какие-то черные фигуры, которые держат светящуюся частицу. Они вот так просматривают. Силуэт, как будто бы человечек такой небольшой. Мгм. Они что-то там делают. Сейчас я посмотрю. Они иголками тыкают. Тык. Не так тык-тык-тык, а вот так тык. Вот вижу в первую чакру. Так, потом Мгм. снова сверяют. Эфирная ДНК. Так, кто это тыкает иголками, приказывая им проявиться в соответствии с их физическим ДНК? Появляются женщины. Ну, это слово запрещено говорить, но темнокожие, скажем так. Мгм. Вот. У одной вообще, она как восьмерка выглядит, и ног как будто бы нет. Сплошной вот такой шар, который утянут в сектор интерферентов. А у другой ноги типа есть, но подключка к первой чакре, как пиндер. Вот. Мгм. Так, первое приказываю назваться, кто она такая. Вот это с шаром. Мгм. Ну, Приказываем. она лжет, она говорит Люси, но я считываю, что она лжет. Мгм. Приказывай отвечать ей истинное ее имя. Кто она такая? Она берет вот этого человечка и называет себя фамилией Эллы. И Мгм. вот так этого человечка так к себе, вот сюда. Так. Так, по конам Первотворца за ложь положена карма. Они говорят, что она должна нам дом. Хм. Так, и я вижу, появляется такой силуэт такого домика. Ну, квартира, но оно считывается как дом, как домашний очаг. Ну, Мгм. просто как домик такой, как детки рисуют. Так. И оно тянется от этого домика в сектор интерферентов. Еще прозвучало слово «помощники». Мгм. Так, Так. Я приказываю этим женщинам отвечать, по какому такому праву Элла должна, то есть какие претензии у нее к Элле, с чего это она, она им должна. Мгм. я вижу, что вот это, у которой такой шар, Мгм. она показывает, когда я сказала помощники, проявился вот так в пространстве Эллы, вот так перед ее пространством, Помощник. вот так перед ней, как будто Мгм. огромное зеркало, вот такой огромный красный, вот такие круги, как паутина. И она вот показывает на эту паутину и говорит, что она запуталась. Так, и имеет отношение вот эта паутина к этой птичке, а запуталась вот как муха запутывается в а, паутине. И я сейчас вижу, что от этой паутины тянется сектор магии, то есть это как две параллельные цепочки событий. Мгм. Да, тянется подключка к огромному в секторе магии, как паук, такое что-то существо, и у него такой живот, как у паука, большой черный, и он через эту птичку
вот так энергию отсасывает, а в том уже, как в животе внутри, падают вот так, как будто бы с потолка сыпятся такие монетки. Так, Считывается эгрегор власти денег. Мгм. Так, вот этот, кто в секторе магии связан с пауком, приказываю ему проявиться в соответствии с его физическим ДНК. Появляется борода, которая растет вот как-то вот так вот, прям с головы. И Мгм. такие шарики 2. Так, кто он такой, приказываю ему Полосатая отвечать. это как тельняшка. Мгм. Возле него лежит это Илья Имона. Он называет себя казначеем. Мгм. Звучит слово крадун. Мгм. Так, И Элла в этот момент показывает левую ногу и именно большой палец, который как будто бы формой вот напоминает тот портал. Куда так. попадают ее энергии. Мгм. Так, хорошо, Виктория, давай посмотрим тот момент, когда этот портал появился в пространстве Эллы впервые. Что происходило в тот момент на физическом плане? Я вижу на физическом плане, Элла вот так сделала такой выпад вперед и вот так всматривается в экран. Мгм. И там такой, как кружок, вот этот символ цельнозора. И я вижу, как этот символ этого экрана вот так перемещается в сектор принесения в жертву. Вот так по этому каналу пошел, по этому меридиану. И уходит в сектор интерферента. Считывается, там книжка такая большая, дала согласие. Так. От этой книжки такой идет луч, светящийся в сектор миссии. Там стоит богиня, скажем так, выглядит как богиня. Но у Мгм. нее какая-то штука на голове, типа короны или что-то такого. И от этой черной короны вот так тянется туда, в сектор интерферентов, черная подключка. Мгм. И снова слышу, дала согласие на порабощение. Порабощение. Так, Виктория, хорошо. Я приказываю всем интерферентам в пространстве Эллы проявиться согласно их эфирным ДНК и встать по старшинству. Это приказ. Первый вот проявляется такой огромный силуэт, как будто мужик такой или что-то такое, как робот, с рогами, огромный, с хвостом. Мгм. Считывается бог тьмы. Так, имя его. Мгм. Приказываю этому богу тьмы назваться. Кто он такой? Внутри него, это как черный силуэт. Мгм. Внутри считывается а, богомол, а, энергии богомол, Мгм. а, зверь. Считывается как зверь. Так, И это зверь. паук там, ну, М.
Ага, еще? Мгм. Ну, они, ну, как бы одно существо или один дух, но имеет вот эти ДНК и крокодила, и паука, Вельзевул, Мгм. Ну да, дух. точно. Так. Мгм. Так, кто там хозяин этого Вельзевула? Приказываю проявиться в его пространстве. Сначала проявился такой типа светящийся силуэт ангела. Считалось оно как падший ангел, Мгм. а потом это так превратилось в как большое болото. Мгм. Слышу демиург, властелин тьмы. Мгм. Получается, Вельзевул — это как дух, как программа. А кто демиург такой, интересно? Он Мгм. называет себя управляющим мира. Мгм. Отец тьмы. Вот так считывается. Мгм. Казначей. Так, а что значит казначей, Виктория, в этом случае? Сейчас я посмотрю. Я вижу, как планета Земля вот так разделена, как будто бы на нее сетку вот так набросили, и образовались такие, как вмятина от этой сетки, на такие квадраты все разбито. Мгм. Я вижу, как с каждого квадрата текут, ну, сыпятся вот эти монеты. Каждого квадрата. То есть он собиратель. Так, собиратель чего? Дань. Мгм. Так, Виктория, а вот эти квадраты, что это за квадраты? Это сфера влияния. Мгм. Когда я смотрю на один квадрат, оно считывается как карусель. И я вижу, что это как будто торт вот так разрезано все такими квадратами вниз к центру Земли. Получается, что сходится в одну точку в центре Земли, а вот это и такие, как пирог, разноцветные энергии. Мгм. Считывается пространство Демиурга. Сферы влияния, то есть пласты сознания и пласты сфер влияния. Так, сейчас я посмотрю, как на физике это проявляется. Посмотри, Виктория. Считываются, я слышу, школы, образование. Мгм. Потом как будто такой черный силуэт с указкой вот так стучит. Считывается дотации. Я вижу, как эти черные энергии вот так сверху распыляются, вот как спрут распыляет черную краску. Вот точно так же с этой указки по этим всем слоям расползается этот, а, считывается Вельзевул. Мгм. Вот нагнулся вот этот Вельзевул, ехидно улыбнулся и как будто бы вот так сделал. Считывается конструкция мира. Мгм. Так, это он... Что за энергию он через эту указку посылает? Или как он воздействует, Виктория? Что это? Звучит мухи. Мгм. Мухи и слышу кара.
вот как египетская кара была, Мгм. какие-то мухи. А вот эти мухи, сейчас я рассмотрю, это искусственные, не я одну взяла, вот так тых-тых-тых, потрусила ей, а она звенит, как будто бы с металлических частей сложена. Мгм. Считывается загрязнение разума. Ну, оно как выглядит, как будто такая пыльца какая-то черная, как лоскутья. Например, бумага горит, и такие лоскуточки черные падают. Вот это что-то вот такое, заражающий эффект. Это как Мгм. вирус для разума. И сейчас вот пошло вот эта сетка, которая вот перед Эллы, перед ее пространством, вот эта круглая штука, символ Цельнозора. Это имеет отношение, то есть он открывает порталы. Он тоже считает, то есть он оттягивает энергию, Мгм. считывается благополучие. И через него, то есть он через него вот это все Мгм. происходит, эти все негативные ситуации, с которыми борется Элла, это вот Элла. он открыл. Надо смотреть, есть ли у нее, кроме этого, еще какой-то древний контракт с ним. Считывается Мгм. с Вельзевулом. Так, спроси у Эллы, есть ли у нее контракт с Вельзевулом? Какой Ну, с самый? Ильей давай, с Ильей. С Сейчас. Ильей? Давай Да, посмотрим. с С его Ильей. духом. Мгм. С духом Или? Ну, тут мне почему-то кажется, сейчас вот приходит, что нужно еще смотреть Имону, потому что она такая вся хорошенькая, ну и она, кроме того, моя сестра, и мы Мгм. как-то ее как бы обходим стороной, то есть вот это, чтобы не получилось, что вся Да, зацепка в ней. действительно. Так, хорошо. Давай посмотрим, есть ли у Эллы какой-то еще контракт именно с Моной. Почему я так говорю? Потому что я вдруг вижу, что у Моны появилась, она там как выглядит как такой а, как их, муравей Мгм. с таким животом черным. Считывается матка, а у нее в животе такое, как яйцо белое. И я Мгм. вижу, что на этом вот символе, как паутина, от Ильи идут под ключкой, у него руки вот так, как будто бы загребущие, с такими пальцами длинными, с когтями. А от Моны идет именно вот, как будто бы она вынимает это яйцо и прикладывает к этому, тоже на этот символ. И происходит, считывается слияние. Вижу, что вот эта подключка, как проводочек такой, начинает вот так тыкать в это яйцо белое. Тык-тык-тык-тык. И что-то там происходит, и там что-то как разливается внутри этого яйца. Считывается осеменение разума. Мгм. И вот это, что потекло, оно вот так течет вот в сектор принесения в жертву и опускается вот там по этой конструкции вниз в сектор интерферента. И я вижу, что там упала как копеечка такая, такой, как шайбочка, а в этой шайбе лицо Эллы. То есть это ее энергия. Мгм. Давай посмотрим, что это, Виктория, за яйцо. У кого? Я смотрю у Моны сейчас. Да, вот это белое яйцо.
Я Кто ее хозяин? смотрю, я слышу, что нутро. Я вижу, что внутри ее вот как будто бы живот такой большой, и там такие, как кладка яиц. Яйцо возле Мгм. яйца. И она одно из этих яиц берет. Сейчас я посмотрю, что... Так, я слышу демиург. А приготовить. Она как считывается сонамбула. Она вот как сонная идет, загипнотизированная. Она под гипнозом глубоким. И она вот так и идет. Она может сделать в этом состоянии все, что угодно. И она идет и ложит это яйцо. Так, а потом слышу, а, и Илья, через него уже идет как энергия мужская. Я вижу, идет с разных, считывается вселенных. Они как-то разделили женские и мужские энергии. Считывается разделенная гармония. И она как бы берет энергию с одного пространства, а он с другого. Он так, сейчас надо смотреть. Мгм. Они вот Так. похожи, как будто символ такой, знаешь, как этот ань и инь и янь. Инь-янь. У нее типа это как такого, ну, беловатого цвета, светлого, а у него черного. И они так чуть-чуть соприкасаются, как будто бы такие полукругом, эти пространства. Сейчас я посмотрю, что за пространство у нее. Считывается женский отдел. Гарем. Считывается как гарем. Это в Так. пространстве создано такой, как эгрегор. Это не вселенная отдельная. Это создано пространство, считывается визуальное, казуальное, искусственное. Это Мона создала и с этим, с Ильей. Они разделили гармоничное пространство, целостные, на два отдельных. Вот женский считывается гарем. Это женщины должны быть готовы принести свой плод, Мгм. оплодотворяться. А он черпает энергию с другого черного пространства. Это где вот этот паук. И я вижу, что он насилует в эфирном плане вот этот гарем, но всю энергию забирает из тех, кто ему служит, из тех, кого он похищает, чьи души похищает. Так, а что на выходе получается, когда он их там поимеет? А. Давай Ну, посмотрим. это же отдельная энергия, а потом они вот так как-то сливаются, вот там, где сливаются. Мгм. Сейчас я посмотрю. Вот это слитое, что получилось. Я вижу, оно считывается вот как Вельзевул, Мгм. и начинается вот как рост, распространение, как клеточка. То есть получается, что сейчас я смотрю, что когда Элла смотрит в этот экран, она принимает зиготу. Зигота, оплодотворенная энергетическая эфирная клетка, только разум, в разум, Мгм. и там есть контракт. Мгм. Я вижу, что эта книга, она находится вот энергетически на уровне второй чакры у Эллы. Мгм. Так, в какой момент она заключила этот контракт на физике? Давай посмотрим, что это был за момент. Я слышу соглашение, подчинение. Соглашение, подчинение вот зиготе.
этой. Мгм. Так, это тот момент, когда она посмотрела в экран, Виктория? Да, она согласилась как бы с этим на подсознательном уровне, а, приняла решение, что типа это... Сейчас я посмотрю. Мгм. Ну, буквально это мне нужно звучит. Мгм. Так. Кто? Я приказываю всем сторонам контракта проявиться. Так, я сейчас вижу, как Элла вот так берет эту птичку из щеки, вытаскивает, и она такая дохлая, лапками вверх, вот так вот здесь где-то лежит на уровне, Мгм. ну, третьей чакры или печени, скажем так. Но из клювика, вот подключка пошла уже в сектор интерферента, вот этот Мгм. вельзевул, вот это все. И она берет отсюда вот это решение свое, вот так расстилает. И я за нее стою и смотрю. И она вот разослала на такой лист бумаги. И там огромный этот символ цельнозора, но он выглядит по-другому в реальности, а это здесь как такой колодец, такая спираль, и уходит вниз. И вот так еще разделено оно на такие вот эти квадраты. Вот, казначей. Мгм. Он работает на этого казначея, скажем так, Так. который отбирает потенциал, энергию и... Мгм. Так, значит, контракт с Вильзевулом. А, На что в этом контракте согласилась Элла? Так, сейчас, когда ты сказал Вельзевул, я услышала дух пространства. Дух. Мгм. Что такое дух? Что такое дух? Я вижу, что это энергетический, как спиралька. Вот, то есть распространение, спираль вот такая, потом слышу распространение, вот молниеносное вот такое, заражение, заражение сознания. Это как вирусная Мгм. программа. Это вот эта зигота, заражение этой зиготы, Виктория? Да, Ага. это как зараженная бактерия или вирус, который уже готов к распространению, к рождению. Вот зачем эта матка нужна. Мгм. Так, а вот этот вирус, Виктория, давай подробно посмотрим, из чего этот вирус состоит. Я слышу mind, то есть Ментальность. ментальность, Ага. козыри, какие-то козыри, Так. зацепки, клевать, Мгм. Мгм. Это состав этой программы, да? да. Мгм. Потом вижу какая-то норка и мышь. И эта мышь бегает туда-сюда, и с норки такие оранжевые штучки выносит. Мгм. Так. Считываются родовые проклятия, то есть родовые негативные программы по-другому. Мгм. Заражение этими программами. Нет, Родовые цепляется. То проклятия. есть это все. Это все Проклятия. составляющие. То есть оно вот так в кучу, что идет, я то и говорю. Мгм. Мгм. Вот, то есть, если сложить это все в логическую цепочку, то здесь получается это зигота, которая распространяется, то есть есть решение этому подчиниться, цепляется на зацепки, есть механизмы, которые крадут
вот эти крадуны. Вот это, вот крадун, мышь. Ага. И я вижу, что на лице у Ильи как будто бы вот эта шкурка мышки этой. Мгм. Ага. Понятно. То есть он работает как крадуном, он работает на эту систему поглощения энергий, Мгм. благополучия, то есть эм, и идет реинкарнация. Ага, вот оно что. Реинкарнации, то есть они крадут энергию для того, чтобы самим потом реинкарнировать. А почему? Мгм. Сейчас Так. я его придавила, этого Илью, и приказываю ему отвечать. Он говорит, что потерял потенциал из-за блуда. Мгм. Ну, они крадут эти искры жизни же, да? А вот эти Которые вот это эзотерики, бессмертие. Мгм. да, они крадут для того, чтобы воплощаться самим. А когда они воплощаются, люди, получается, находятся в порабощении у этих программ и уже не могут воплощаться или воплощаются по приказам этого Вельзевула, этих программ. Мгм. Да, я его вот прижала вот так вот. Он говорит, что препятствует расцвету, процветанию. Вот идут как Мгм. бы такие красивые эти. Мгм. Вот что он крадун. Да. Ну да, так оно и есть. Так оно и было проявлено. Мгм. Да, хорошо, Виктория, давай посмотрим, что происходило с эфирным телом Эллы, когда этот зигота проникла в ее пространство. Я вижу, что она проникла вот так сюда, вот к этим зубам. А, Мгм. Вижу десну, вот через щеку. И именно там образовался такой, как вот этот портал, вот это кольца эти, вот эти, вот как воронка, Мгм. такие вот кольцами, и с такими вот этими на квадраты разбить, да? И там Мгм. контракт есть. Хорошо, У давай этого посмотрим. падшего ангела, у этого Сатанаила, потому что я видела, как это пространство, как борются два, то есть белые, белое светлое пространство, так как лбами, руками борьба. Мгм. Сатанаил идет. Мгм. Так, Виктория, вот этот контракт, который сейчас вылез, это уже другой контракт? Тот же самый, мы его Тот не же самый. рассмотрели еще ни разу. Мгм. Хорошо, Виктория, давай контракт рассмотрим. Да, я вижу, она вот так достает его прямо через этот портал обратно и снова положила. И я снова стою сзади нее, и она снова видит вот этот круг Мгм. перед ней. И я спрашиваю, на что она согласилась, на всех уровнях своего сознания, пусть она посмотрит. И я вижу, она говорит принять зиготу. Мгм. И вижу, как эта зигота начинает в ее пространстве буквально как норку создавать, то есть продырявливает вот эти потоки энергетические. По этим энергетическим потокам как будто бы
роет норку так, и сразу эта норка черной встает и прямо к большому пальцу левой ноги, и там открылся портал, и притянулись эти черные курицы. Мгм. Ага, ясно. Так, спроси Эллу, почему она решила принять эту зиготу? Она говорит, я верила, Так, чему она верила? она говорит, верила Илье, и я вижу, что у нее такой имплант вот здесь на голове, Мгм. так как серое какое-то пятно, считывается как не видеть истину. Мгм. И вижу такой взгляд блуждающий, как будто бы изучающий предмет, но и изучает, ничего не может изучить, потому что упирается в эту серую штуку. Мгм. Давай, Виктория, посмотрим этот момент, когда этот имплант появился у Эллы в пространстве впервые. Что происходило в этот момент на физическом плане? Я вижу, она сидит, вот так куда-то смотрит, вот так. Во что-то смотрит, так впритык. Черные такие идут из сектора интерферентов, они тоже считываются, есть эти зиготы. Таро. Мгм. И к этим Таро привязана Надя. В секторе магии вот такая она малюсенькая, стоит как истуканчик. Похожа на египетскую какую-то мумию с такой бородкой закрученной. Мгм. В этой Так. статуэтке вижу сидит, считывается колдун в этой колдовской шапочке. Буквально в этой мумии внутри, смотрю, вижу лицо Ильи. Он Мгм. считывается пророк. Так, это статуэтка на физическом плане в тот Да, момент а, существовала. она и Так. сейчас, наверное, есть. Мгм. Так, что Какой-то типа фараон, типа что-то вот такого. Мгм. Так, где Элла в той ситуации? Так, я вижу ее руку. На Мгм. руке кольцо. Рука на этих картах ее. И она что-то говорит. Ее рука, ну, Мгм. как физическая, пухленькая такая. Мгм. Спроси у Эллы, что она делает? Я вижу, она как-то говорит, высмеиваю. Ну, что она или высеиваю. То есть я вижу, что она берет вот эти карты какие-то лежат черные, она берет вот так и их вот сюда перед собой выкладывает. А потом в какой-то момент оно шух, вот такой, Мгм. и образовался этот имплант. Оно как шкура, вот я думаю, что такое? Оно, знаешь, на что похоже? Как эти аргонавты, шкура, только серая. Мгм. Ага, то есть, считывается избыточное мечтание, вот что-то такое. Мгм. То есть она этим гаданием создает себе образ будущего, а так Ага. как эти действия связаны с антимиром, с этими подключками, то она как бы отдает контроль. Мгм. Ага, уже поняла. Встала резко, как стукнет, поэтому. Так, это Надя. Сейчас надо рассмотреть. Мгм.
Он Так, считывается укол, имеет отношение вот сюда. Укол. так, я приказываю этой Наде проявиться Но это не в она. секторе. Это Ага. обман такой. Она вот проявляется, но она вот как будто бы в нижнем Мгм. портале. Я ей передаю информацию, чтобы она, если хочет, поднималась в высшее пространство. Но главное, чтобы сейчас Элла поняла, что, обращаясь к Наде, она обращалась не к Наде, Мгм. потому что мертвые, ушедшие, они же в другом пространстве, и живые не имеют возможности с ними общаться своим сознанием. Они не могут. То есть на уровне Мгм. сознания это другие Нету. пространства, да. Это Ага, как параллель. коммуникация не те. Да, зато хорошие коммуникации, вот я вижу вот так руки, из-за этих действий, потому что Мгм. действие показывает, на чьей стороне человек и кто, ну, что Ну он да, на самом намерение деле. его, да. Да, да. Мгм. Так, хорошо. Это и Надя, Виктория, если она там, передай алгоритм освобождения. Если она хочет, пусть пользуется, освобождается. Я вижу, что она с этой ситуации освобождается, и вот так как прозрачный такой шар, кривоватенький, конечно, но уплывает вверх. Я ей передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства, где отдыхают души, и чтобы она закрывала все порталы. Ну, короче, всю информацию Мгм. передаю. Хорошо. Мгм. Так. Хорошо, отсоединяйся от Нади. И я Давай. вижу, вдруг Мгм. эта статуэтка вот так развалилась, и Мгм. вылез вот этот колдун с этой бородой странной, и там змеи такие Мгм. черные, как Так, ага. Давай посмотрим в этот момент, когда Элла высмеивала, мечтала, на что она согласилась. Есть ли контракт в тот Она момент? говорит, да, не быть собой. Мгм. Она говорит отказаться от собственной миссии, жизненного проекта. Мгм. Вот, видишь, истинная роль этих всех эзотерических практик — увести человека от его исполнения, выполнения его Миссия. миссии, Мгм. его родовых программ. Так, И хорошо. Мгм. Видит Элла все, что произошло. она видит, я вижу у нее вот связаны с этой практикой такие вот эти накладки на глаза, которые держат глаза в таком положении, как зомби. Мгм. Вот открытое подсознание для этих. Я ей передаю, что ее рациональная часть уже давным-давно и на подсознательном уровне отказалась от занятия этой магией, и сейчас она приказывает всем интерферентам убрать ее эти, Ихнее воздействие, и импланты, чтобы она подключки. расторгла этот контракт и Мгм. верить в ложь. Вот она же верила, снова появляется. То есть она верила в то, что Надя находится вблизи нее, ее энергии, но на самом деле, эм, ну, я скажу вот так, Она, как я да. вижу, что это возможно, но не в нашем пространстве. В нашем пространстве, когда вот идет такой, ну, просто я слышу камуфляж, то есть за этими всеми общениями с духами, с учителями скрываются вот эти вот демоны. Мгм. Так, хорошо. Пусть Элла зайдет в тот
момент изменит эту ситуацию так, как сейчас считает нужным, откажется верить лжи и расторгнет этот контракт. Я вижу, она буквально взламывает вот это кольцо, которое у нее было, где-то на этом пальце. Так Мгм. взламывает эти карты. Я ей передаю, чтобы она отказалась совершенно от всех этих ритуалов, ритуальчиков и этой всей эзотерической белиберды, очистила ее сознание и прекратила во всех временах, на всех плоскостях этим заниматься. И я вижу, это все вот так в обратном порядке происходит. И она хлопысь, вот так ударила по этому экранчику с этой с цельнозором, с этим знаком цельнозора, и вот так отсюда вытаскивает вот эту какую-то, боже мой, что это? Что это она вытащила? Фу! Оно в слизи, такое, как огромная муха, которая вот в этом портале зажата, с усиками, вот усы, и такая слизь, и это брюхо, одно, Мгм. второе, и как будто такое еще не вылупившееся из яйца, но огромных размеров. Так. Считывается как Вельзевул. То есть, ага, понятно теперь. Здесь появляется вот это яйцо. Вот я сейчас вижу вот эти глаза, вот эти шары. Я Мгм. говорила, как яйца, они такие пожмаканные. Это и есть рассадники Вельзевула, то есть духа пространства или духа, который заражает вот этим вирусом демоническим, Мгм. демоническим мышлением. И, Элла отсюда, у нее этот глаз был вот где-то вот здесь. Не на ней, а вот здесь. И скрытый. Считывается за 7 программами. За 7. То Мгм. есть ей нужно было 7 программ пройти, чтобы это убрать. И оно вот так уходит. Я ей говорю, чтобы она сожгла в ее пространстве, стерла со всех информационных полей и отправляла в портал на утилизацию. Все ее решения о взаимодействии с Вельзевулом, пусть она очистит ее разум, сознание, подсознание и на всех и Мгм. эфирное пространство. Вот мне прозвучало вот так: эфирное пространство и физическое тело, физический разум от всех этих подключек, имплантов. И я Мгм. вижу в секторе миссии ее высшее я снимает такую штуку, как ржавая корона из головы. И она ее снимает, и 7 чакра вот так начинает светиться, а ее сознание теперешнее, то есть ее эфирное тело теперешнее, вот так Мгм. начинает смотреть на высшее я, и вдруг смотрит на эту фигурку человечка, которые вот эти ведьмы там Тыкали. Мгм. тыкали, да. Иголкой. Мгм. Я ей говорю, чтобы она сейчас, я вижу какой-то момент, где она поставила подпись, какое-то соглашение о неразглашении Хм. преступления. Ой-ой-ой. И я вижу буквально, что она вот в секторе интерферентов подписала что-то и как бы проглотила. Какая-то черная энергия пошла. Так, проглотила, и я вижу, что проглотила она вот этого человечка, то есть ее вот уже совместное, Мгм. переделанное считывается эфирное ДНК, оно буквально как в горле застряло. Вот так Мгм. вот. И я вижу, что у них в руках, вот у этих ведьм, сияющая ее эфирная ДНК, то есть эталонная, а в обмен она получила вот это уже искаженное, оно как в сетку попало, и вот тоже вот эти квадраты. Мгм. Так, а Вот. что происходило на физике, когда она подписала этот документ о неразглашении?
Сейчас я посмотрю. Мгм. Так, слышу контакт. Она находится в каком-то помещении. Там стоят как такая тумбочка, что ли. Ам, Так, она подписывает. Там женщина сидит, вот эта вторая, у которой на голове, не знаю, это на физике у нее или что это такое, как будто бы серебряная какая-то штучка такая а, на голове. Типа То ли это диадемы? нет, это Как она то ли выглядит? прическа квадратная такая, то Мгм. ли кучери такие у нее, но они какие-то как то ли седые, то ли серебряные. Мгм. Скорее всего, волосы, да, Виктория. Да, и я вижу, что эта ведьма цепляется именно за то кольцо, которое она только что разрушила. Она вот так Мгм. цап за это кольцо. То есть она на это притянулась, на гадание. Мгм. Да. Так, что за документ там? Где её решение в том, на физическом плане? Я вижу, что когда Элла раскладывает пасьянс, то вот в этой серой штуке оно вот так вот здесь выкладывается, вот эти черные штуки, и там есть такая какая-то точка, которая связана с с этими ведьмами. Так, что это за точка, Виктория? Рассчитывается точка согласия. Мгм. Разрешить, вот так звучит, разрешить на дом. И вижу этот момент, вижу, как приходит в дом эта ведьма, и она вот так дын-дын-дын, вот так, как крокодил, вот так смотрит, дын-дын-дын по всему. И я вижу какая-то штора, на окне какая-то штора Мгм. прибита, вот такие, как карниз шторы, из-за шторы. И из-за этой шторы. Так, что со шторой? Я Так. вижу, как эти ведьмы, они вот так забирают эту штору, и она превращается вот как в эти серые энергии. То есть можно интерпретировать это так, что этими пасьянсами Элла в прошлом как-то каким-то образом сложила свои жизненные ситуации таким образом, чтобы встретить этих. И претензия насчет шторы. Не Мгм. разрешают пользоваться. Да, да, Мгм. я сейчас вспомнила. Элла что-то такое говорила. Сейчас я пишу. Да, Элла кивает, понимает, что это за ситуация. Мгм. Так, хорошо. Вот это Так, какой разрешение, да? контракт? Да. Мгм. Если Считывается разреш подчиниться. Вот оно. То Мгм. есть она принимает согласие, соглашается. И в этот момент я вижу, как ее квартира, вот так, там, где окно и эта штора, вот так, как будто бы огромная такая трещина идет. Мгм. И оно так как землетрясение. И Элла пытается это все в кучу сложить, вот, а оно все трясется, как а в этот момент эти ведьмы так тык-тык-тык-тык в эту куклу. Мгм. Так, хорошо. Значит, согласилась подчиниться в этом контракте. Да, да. Что-то еще в этом контракте, Виктория, посмотри. Но сейчас я вижу, что оно уже разруливается, потому Мгм. что Элла снимает эта штука, которая была вот такая большая, серая,
Она перед Мгм. ней уже стала такая малюсенькая, и она ее просто сняла и вытаскивает из третьего глаза, там такой как хоботок, вытаскивает. Я говорю, чтобы она все крючки и зацепки вот полностью очищает, как умывает руки, снимает Мгм. это кольцо, и как стукнет по этой, по столу. Мгм. Я вижу, как она стукнула, то это эфирная ее ДНК, отпечаток, вот из-под этого выскользнул и возвращается к ней. Я ей говорю, чтобы она очистила все ее пространство от чужеродных энергий. И вижу, как она вытаскивает, это считывается как камуфляж, вот эту всю, и это взаимодействие с ней, и кольцо вот там внутри. Сейчас вижу кольцо вот так по пятой чакре, и оно тоже вот так изнутри все вытаскивается. Я ей передаю, так, сейчас с ноги уходит вот этот утечка энергии. Я ей передаю, чтобы она сейчас вот в третьей чакре что такое? Какой-то Там был, да. узелок, чтобы она Мгм. выталкивала все подключки, Подключки. импланты, и Мгм. чтобы она расторгала все контракты. И я вижу, она как стукнула, это ее часть вернулась, и это склеивается, эта трещина. А дом вот так стоял, вот эта картинка домика, как ребеночек нарисовал как будто бы. И он на таком черном шаре лавирует, и как будто бы вот туда, туда, туда не может. А сейчас он поднимается вверх, а этот черный шар, я вижу, как эти дамочки, особенно вот эта с серыми волосами, Кудрями. Мгм. она ей прямо в рот идет. Она просто пожирает. Мгм. И я тоже говорю Элли, чтобы она полностью избавлялась от всех подключек к эгрегорам утери энергии. Пусть этому Илье отдаст всю карму за его воздействие и Мони, и всем их программам, и Вельзевулу пусть приказывает убирать эти все воздействия, возвращает всю ее энергию, и она вот так вот тянет. Я вижу, как вытаскивается из сектора интерферентов, вот это как шайбочка была ее с лицом, Мгм. и она То буквально ее есть вот так вытаскивает. И я ей передаю, чтобы она очистила от чужеродных, от примесей чужеродных энергий, духов, чтобы она возвращала себе святость, гармонию, абсолютную чистоту. Она взлетает как ангел вверх, по этому фракталу вверх поднимается, поднялась в сектор будущего, в сектор миссии, и как в домике в таком в этом, и домик такой большой стал. Вот. И я ей сейчас говорю, чтобы она полностью очистила ее пространство, ее дом, то есть ее мгм. квартиру, ее дом, офис, все, что касается рука ее разум, все ее пространство, пусть она очистит от, считывается, приблуд. Вот. И они так утягиваются в портал. Мгм. Хорошо, Виктория, пусть Элла проверит на всех своих уровнях что-то от этой зиготы, чтобы все вычистить, эти все частицы этих энергий полностью, чтобы она выталкивала, полностью очистила все ее пространство, тела во всех временах, на всех уровнях. Я вижу, как она вот эту малюсенькую частичку беленькую, она вот отсюда ее вот Мгм. так вытаскивает, и как стукнет на этот экран, и там вот это, оно рассыпалось. То есть она как будто бы этот экран разбила. Мгм. Я ей передаю, чтобы она приказывала Моне и Илье забирать всю их магию, их ложь,
всю их, все и вот это Насилие, все насилие. насилие, все, да, все воздействия. И передаем информацию в те пространства, которые они разрушили, переформатировали, посылаем туда энергию жизни, гармонии, света, целостности. Истины. И там же ж полным-полно этих женских энергий, вот души женщин, а там мужские. Этот гарем, да? Да, этот говорим, какой Ага. бред. Мгм. Отправляю все в портал на утилизацию, все эти разрушительные пространства, и разрушаем все эгрегоры потери энергий, Мгм. и запрещаем Разрушаем. использовать нашу священную энергию для их воплощений. Запрещаем. Я передаю Запрещаем. Элли, чтобы она нашла каждую частицу, самую мелкую частицу ее божественной, светлой, чистой души, вернула весь потенциал, гармонию, все ее вернула себе, а все чужеродное. Пусть она проверит на всех уровнях сознания, подсознания, кинетической памяти, во всех пространствах, временах, в прошлом, будущем и настоящем, и очистила все ее пространство от чужеродного вмешательства, подчинения, магии, колдовству, лжи, и очистила все ее пространство, личное и общее, Мгм. и уничтожила, и передала по этой зиготе, которая ушла туда, освобождение и очищение по всем тем пространствам, где эта тварюка тут. Мгм. Да. Антивирус. Да, Избавление от портал этого на вируса. Мгм. утилизации. Сейчас я вижу, она проверяет, Элла проверяет свою энергосферу вот так изнутри. Я ей говорю, чтобы она сейчас все проверила и выталкивала все, что найдет не ее, за пределы ее пространства. Мгм. И я вижу, она вот так с блокнотиком все проверяет и вытаскивает эту птичку Мгм. с этим хоботком. И вижу, она как отсоединяется от этого эгрегора потерь. И вижу, она считает, возвращает свои потерянные энергии. А у Ильи открывается вот здесь как карман, как будто карман и кошелек одновременно. Знаешь, есть Мгм. такие кошелечки на кнопочке тик. Он открывается, и она забирает свою энергию, считывается энергию жизни. Отлично. То есть эта энергия, она пропустит через фильтр, чтобы не попала только ее. Да, Мгм. я вижу, как она поднимается, как ангел с крыльями вверх. О, поблагодарила. Все-таки говорит Доци. Отлично. Так, хорошо, Виктория. Мгм. Так, спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, Мгм. Поднимаемся все вместе максимально вверх. она еще раз продемонстрировала, показала свою руку, как она сняла это черное кольцо. Я ей говорю, чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей всю информацию об этом, оставила только себе опыт, чистые знания, а весь опыт взаимодействия и синхронизации с антимиром пусть сотрет и своего личного и с общего пространства. Мгм. Хорошо, пусть она это сделает. Она это делает, и она распространяет информацию, как будто бы в трубу трубит. От нее такие звуки идут, волны такие по всему пространству. Мгм. А оно идет вот так, зигота, вот везде вот так идет. Мгм. То есть она Инфо- разоблачила, Информация. да? Мгм. Да, информацию об этой программе, о Мгм. этой
Мгм. Хорошо, Виктория. Мгм. Поднимаемся максимально вверх, наполняемся энергией, жизни, гармонией. Мгм. Прощаемся с Эллой. Да. Отсоединяйся от нее, Виктория. Мгм. Проверь свое личное пространство. От всех и от всего. Отсоединяюсь. Мгм. Отсоединься от всех и всего. Все чужеродное на аннигиляцию, порталы закрывай. Да. Я посчитаю от 1 до 3. Ты, Виктория, увидишь физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.